Всем привет! Меня здесь давно не было. Меня зовут Катя Ли. Я вяжу в Корее, рассказываю о жизни в Корее и о вязании. И по большей части здесь всякие влоги на канале и мастер-классы. Меня, наверное, месяц, если даже не больше, не было во влогах. На канале были какие-то маленькие рилс-ролики, но больших видео не было. И сейчас я снова поснимала влог и хочу вот с вами поделиться. На самом деле, хочу несколько пунктов рассказать, что я делала и чем хочу вот с вами поделиться. Первое, я в прошлом видео показывала еще сумки, которые я вязала, и рассказывала то, что я делаю мастер-класс. Я снимала мастер-класс. Вот основное дело, которое я делала, оказалось немного сложнее, наверное, чем я думала. Потому что я вшивала еще молнию, подбирала разную пряжу, хотела сделать 2 размера сумки, и пряжу подбирала под плотность, и все вот это, весь процесс, еще и со съемками, свои руки на столе, как я вяжу, все это снимала, оказалось энергозатратно. Я немного устала, несколько раз переделывала, перевязывала. Я сюда вот поглядываю, потому что у меня тут как раз вот сумка лежит, я на нее смотрю, она меня уже раздражала, честно. Ну, вроде все, я уже успокоилась. Вот я про эту сумку рассказываю, то, что я снимала мастер-класс на вот такую сумку. И трудность какая оказалась с пряжей. Первая пряжа, которая здесь коричневая, моточки отдельно я вам тоже показывала. Прикреплю этот влог, который был предыдущий. Пряжа вот эта коричневая, из которой я связала сумку уже. И потом дополнительно взяла другой цвет, точно такой же пряжи, но другой цвет желтый. Этим же крючком вязала. Плотность оказалась разная. Как-то я это не подрасчитала, нормально не перепроверила, что с плотностью я должна была совпасть. И долго вот думала, крючок меняла. Меняла, может быть, как-то думала по-другому, расчеты в мастер-классе сделать и на такую плотность, и на такую. В общем, долго я с этим все долго возилась, устала, надоела и немножко отложила в сторону, поснимала всякие рилс, погуляла, поснимала то, как я вяжу какие-то другие вещи, что я связала интересного, сейчас еще покажу. Первое из того, что закончено, я связала вот такую сумочку. Она связана из металлик пряжи, блестит так, вот так, наверное, видно. Блестящая такая металлизированная пряжа, и чуть-чуть у меня остался моточек, сейчас покажу. Вот так вот она переливается. Металлизированная пряжа. Кстати, я нашла, что на Озон и Wildberries тоже продается. Если металлизированная пряжа написать, то вот выходит похоже, на ней даже что-то по-корейски написано, возможно, отсюда отправляют. Но на самом деле, честно, не узнавала, все не знаю, но возможно, очень похоже. Вот такая сумочка получилась. В целом она не так сильно форму держит, потому что если так смять, она сжимается. Но зато вот форму можно сохранить. И я сюда добавляла мешочек внутрь и уже с мешочком гуляла. Милая такая сумочка. Это был набор. Купила в магазине пряжу вместе с мастер-классом. Сзади здесь QR-код, чтобы сканировать и смотреть корейский мастер-класс. Поэтому было быстро, легко, прямо в кофейне, специальное кафе, вязальное кафе. Я там купила этот набор, сразу же села вязать, и потом уже другой день дома довязала. Есть короткое видео, я сюда тоже добавлю, можете посмотреть. И видео, как я ходила в это вязальное кафе, хорошие просмотры набрало, возможно, это интересная атмосфера. И, как я поняла, в других странах редко такое встречается, поэтому реакция была такая, все писали, что тоже хотят такое кафе. Дальше, вот этот вот топ. Я вот только вчера его довязала, постирала, и он мне не очень нравится. Как он сидит. Я не очень люблю, когда вот так сильно облегает. Я думала, будет он свободнее. Даже взяла специальный крючок побольше. Тоже мастер-класс в этом же кафе покупала. Здесь, если посмотреть, видно, что по фигуре тоже ей так сидит достаточно плотно, облегающе. Я хотела чуть-чуть посвободнее и взяла крючок еще крупнее, вязала достаточно свободно, думала, получится свободнее. Но что получилось? Смотрите, я сижу,
хоп, и так легко падает. Даже если я вот так вот натягивала, что-то делала, все равно мне вот кажется, слишком сидит вот здесь вот плотно. Я вот подтягиваю, окей, но я хотела бы, чтобы она была свободнее. И вот то, что вот это вот не сидит, как бы я это не натягивала, мне непонятно, почему у меня такая конструкция получилась. Ничего плохого насчет мастер-класса не говорю. Возможно, у многих это и получилось, и здесь тоже выглядит красиво. И в самом вот этом кафе тоже был такой топ, именно вот в таком цвете, как оливковый. Он мне как раз понравился. И я хотела его. У меня здесь даже частично вот моточек еще остался. Поэтому можно что-то еще из него связать. Это 100% хлопок. Думаю, чуть-чуть жесткий. Поэтому кажется, что чуть-чуть держит форму. Но там написано было, что немножко растянется. Видимо, это только про лямки, что лямки только растянутся, потому что вот в ширину не растягивается. Надо было мне связать образец, наверное, нормально. Его постирать и проверить, как это все себя будет вести. В итоге после стирки он стал вот еще поменьше. И, ну, не знаю, буду ли я носить, но вот так вот носить это не очень удобно. Не знаю, даже если я подтягиваю, не знаю, почему оно нормально не сидит. Странно. Ну ладно, перейдем к следующему. Что я еще успела связать за это время? У меня филейное. Все остальное, кажется, филейное. У меня тут есть вот такой лотос. Лучше видно вот такой лотос. Я хотела его куда-то на стену повесить, потом уже повешу. Хочу украсить стену. Ой. Я тут потихоньку украшаю рабочее место. Стеллаж здесь поставила, пряжу немножко разложила. Стул, у меня что-то скрипит. И сумочка вот здесь. Хотела немножко азиатско-корейской атмосферы. Здесь вон еще магнит. Магнит — символ, старый такой древний символ Кореи, тигр. Это он имеет много всяких исторических, много значения в разной мифологии и искусстве, поэтому здесь тигр красивый такой, чуть-чуть с глупым лицом. Кто-то у меня тоже спросил, почему тигр так глупо выглядит. Раньше художники изображали и так немного высмеивали богачей. Буду потихоньку добавлять, украшать. И вот лотос я тоже подумала, что это что-то с Азией, наверное. Будет ли это читаться, наверное, Азия. Хотя вот так смотрю, может, это даже как будто не лотос. Не знаю, что-то такое. Слишком как-то растянуто получилось. Но в филейной вязке у меня не так много еще пока практики. Пока тренируюсь. Поэтому сейчас еще одну покажу. Еще раньше вам показывала вот такая бобина. Наконец-то я до нее дошла. Здесь в корейском магазине Som Som Knit я покупала такую бобину. Здесь хлопок с акрилом, нейлоном. И хотела применить, как раз у меня вдруг появился интересный проект. Это жилеточка филейная. Не моя, мастер-класс не мой. У моей вязальной подруги Яны. Fluff Stuff называется ее блог. И несерьезное вязание, если здесь будете на ютубе искать. У нее был совместник. До сих пор еще идет совместник. До сих пор, я думаю, можно подключиться к этому совместнику, вязать филейную жилеточку. Ну, очень красиво, мне прям очень нравится, как это получается. Но пока у меня без пуговиц. Хочу пуговицы добавить. Или какие-то завязочки. Ну, выглядит классно. Я сейчас быстренько вместо этого топика надену. Так, я еще ниточку здесь не отрезала. Оставила на случай, если мне захочется какую-то обвязку, обработку еще здесь доделать, потому что пуговиц нет. Возможно, я чуть-чуть планку как-то довяжу. Поэтому вот так пока висит. Очень мне нравится. Вот и обвязка здесь тоже. Это все как у нее было в совместнике, я делала. Только вот немножко удлинила, увеличила себе здесь количество рядов, потому что у меня пряжа другая. Чуть-чуть тоньше, крючок чуть-чуть меньше. Я вот дополнительные ряды добавляла. И вот такая получается. Ой, я, наверное, микрофон закрываю. Но в целом, если так смотреть, можно даже вот здесь одну завязку какую-то сделать, и уже можно гулять.
По-моему, очень классно она выглядит. Даже так можно ходить. Ой, здесь даже не загибается кончик, можно так ходить. Думаю, красиво будет. Просто здесь сейчас маркер висит, наверное, тяжело. Если убрать, ровно вот так будет наверх. Ну, мне нравится, как это выглядит. Почему я в совместнике участвовала, сама не придумывала? Потому что я не хотела сама придумывать. Я говорила, что вот пока с этой сумкой возилась, у меня чуть-чуть какое-то, наверное, выгорание было, я устала. Да, не хочу жаловаться, что мне что-то там сложно и не хочу что-то делать, не получается. Просто с этой сумкой я чуть-чуть подустала. Я несколько раз ее вязала. У меня получилось 4 сумки, наверное. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5-я большая, 6-я, они все похожи. И я, честно, чуть-чуть задолбалась. Мне не хотелось больше ничего думать, придумывать и считать. Поэтому, когда я увидела, что у Яны есть вот этот совместник, и уже девочки вязали, отмечали, я видела результаты классные, я подумала, ну все, я тоже хочу. И вот тоже начала вязать. Вообще очень благодарна, что вот такой мастер-класс есть. Просто без всякого напряжения, легко просто сесть, сразу можно вязать. Обожаю по мастер-классам вязать. Самой тоже надо снимать, хочется снимать, и многие спрашивают, что еще будем вязать, давай что-нибудь новое. Но мне нравится и по другим мастер-классам тоже вязать. Не знаю, насколько это будет интересно в плане блога, если я чаще буду по чужим мастер-классам вязать и показывать, какие изделия получаются у других авторов. Возможно, это тоже будет интересно. Если вам интересно, тоже можете написать. Интересно ли вам посмотреть, какие результаты получаются, если вязать по мастер-классам других авторов. Возможно, если вы автор, тоже вам хочется, чтобы я что-то повязала и рассказала в блоге, тоже можете мне написать. Я не против так тоже посотрудничать. Дальше у меня было что-то очень еще интересное. Я решила такое видео, в котором я вяжу целый день одну сумку, свою же. Опять же, я о ней. В итоге, раз я уже снимаю, столько всего придумала с этой сумкой, то мне нужно было еще какое-то влоговое видео снять. Мне хотелось показать, как я ее вяжу в течение дня, по этапам показать. И вот такой вызов я начала снимать, поэтому все кадры уже я насняла, но финал я не сняла, потому что за день все, что у меня получилось, все это нужно нормально собрать и кое-что еще пришить. Я чуть-чуть небольшой спойлер сделаю по этому видео. В общем, эта сумка будет немного отличаться от той, что я обычно вязала. Мне хотелось ее как-то интересно разбавить, поэтому я хотела сделать интересный декор. И тоже, опять же, филейная. Я связала вот такую филейную рыбку, и я хочу ее на сумку пришить, и потом покажу, как все это в сумке будет выглядеть. Тогда уже сумка будет не просто какая-то классическая и спокойная, а немного с какой-то своей изюминкой. Рисунок же можно вообще абсолютно любой. И цветочки, и бабочки, и надписи какие-то. Мне захотелось рыбку, и вчера вечером я вообще очень быстро связала эту рыбку. Пряжа у меня какая-то тоже хлопковая. Моточек, этикетку я не помню, куда дела. Но вот такая пряжа, она точно такая же. Точно такая же, как вот я лотос этот вязала. Она такая гладкая. Гладкий такой хлопок. Очень хорошо здесь скручено вообще даже на шнурок похоже. Поэтому вязать такие вот филейные штуки очень легко. Ничего нигде не цепляется. Я здесь вязала однеркой, наверное, крючок 1 миллиметр. Я вот смотрю, что-то найти не могу. Какая-то свалка у меня на столе сейчас получилась. У меня старый такой крючок есть. Еще у мамы дома где-то забирала. Не знаю, сейчас вообще такие есть. Это от кого, от чего, вообще не понимаю. Вот такой у меня интересный крючок здесь. 1 и 2 миллиметра. На концах разные. У меня ни одного больше такого крючка нет, чтобы вот здесь разные были. Единичкой я вот связала вот эту салфетку. И мне вот, в принципе, мне нравится, как единичкой выглядит. Но хотя здесь, вот где рыбка, заполненные клетки, они чуть-чуть вот с дырочками. Но все равно рыбка хорошо, думаю, читается. Мне понравилось. Теперь, я думаю, мне другой еще какой-то получше крючок надо. Единичку, например, 1,25 и что-то для филейного побольше.
мелких крючков, то у меня, если смотреть по набору от тюлип из серых и вот розовых, у меня самые маленькие здесь 2 миллиметра и 2,5. Это самые у меня маленькие были. Потом нашла, что у меня, оказывается, и вот эта единичка тоже есть, но он не очень. Но единичка сама еще, которая с этой стороны, еще такая более-менее, не такая шершавая. То, что вот здесь вот 2, это двойкой уже невозможно вязать. Здесь уже все стерлось. Тут просто будет застревать неприятно. Поэтому старый крючок пока еще чуть-чуть служит, но хочу все новые крючки каких-то размеров, у меня пока не хватает. Так, нравится в этой жилеточке сидеть. Вот это мне больше нравится, чем то, что у меня вот эта зеленая ерунда какая-то получилась, оливковая. Может, и носить даже не буду. Жаль. Вчера и позавчера вечер 1,5 дня потратила на эту вот жилеточку. А вот это я вообще нисколько не жалею, что я связала. Уже сижу, прям приятно так, и прям не ощущаю, что на мне какая-то теплая одежда. Хороший хлопок. Пока вязаные изделия показывала, вспомнила про эту футболку. Она уже у меня с осени. Честно, она была довязана с осени. Так как я тогда вот начинала во влогах, показывала, что я вязала где-то в сентябре, наверное, по корейскому, опять же, мастер-классу, и это был тоже набор пряжи. Я эту футболку тогда вязала. Кто-то, кто смотрел старые влоги, наверное, помнит, потому что мне даже писали как-то в комментариях, а когда вы эту голубую футболку довяжете, интересно посмотреть. Вот, ну как бы я ее довязала, но она у меня была не стиранная, лежала просто где-то в пакете, и здесь пуговицы еще не пришивала, хотя они у меня есть. Но я ее как-то убрала, думала, вот надо ее постирать, а она так сильно пахла, вот эта пряжа сама, как-то как будто вот пропитка это бензином, чем-то вот сильно пахло. Я думаю, сейчас надо будет постирать, пуговицы пришить, и, возможно, по длине надо будет удлинить. И в итоге я тогда ничего не доделала, просто ее убрала. Думаю, вот будет тепло, тогда уже осень, думаю, не будет носить. Ее оставила. И по длине вот думала, довязать или не довязать. И в итоге так тогда я оставила. Но думаю, ничего не надо довязывать по длине. Все нормально. Если вот сейчас как с маечкой, тогда вообще отлично. Я вот так оставила эту футболку. Думаю, вроде нормально. В ней не тепло, наверное, не жарко. Она такая хлопковая, летняя, хотя выглядит такой пушистой. Ну, это как слегка, как травка, наверное. Не знаю, на улице не пробовала сейчас носить. Попробую, потом расскажу, реально ли в ней жарко или нет. Осталось чуть-чуть по пряже показать. Пряжу покупать я не собиралась. У меня ее много. Вот здесь вот на стенде тоже выставляла то, что еще в прошлых видео показывала, то, что мне вот по сотрудничеству попало. Не все я успела там использовать. Большая часть даже не успела, потому что мне хотелось повязать еще крючком. Я вот сумки вязала. А пряжа, которую мне дали, сейчас покажу. Вот это вот, например, я хотела ее очень использовать. И думала на вот эту вот филейную жилетку использовать. Но она так в крючке мне не нравится, как лежит. У нее скрутка очень слабая. И когда я столбики патентные столбики в филейной вязке вяжу. Наверное, знаете, патентные столбики. Это как столбик с накидом, но еще чуть-чуть длиннее получается, как 3 раза так провязывается. Вот такие столбики, когда я вязала, из этой пряжи нитка расслаивается, и столбик этот выглядит не очень аккуратным, поэтому лучше на спицы. Буду сейчас спицами проверять, пробовать. И это летняя пряжа с хлопком, поэтому план, наверное, на футболочку, на топик. Мне нравится еще как красный с голубым смотрится, но может еще более яркий голубой. Может, какую-то маечку, и вот 2 майки вместе, например, какие-то надевать. Обычную голубую и вот с красной. Что-то хочется интересное придумать. Но вот до нее никак не добралась, хотя вот эту бумажку я уже снимала, уже пробовала из этой красной вязать. И в итоге что-то не получилось. Я вот надела обратно, чтобы вот здесь красиво на полке стояла. В итоге пока дело у меня с этим не пошло.
Ой, здесь не все в пакете, это подарок. Просто сверху положила. Оля с канала Лама Драма Аппарель, если я правильно говорю, интересное такое длинное название. Оля снимала здесь тоже видео в Корее, как она вяжет, свои проекты показывала, в кафе рассказывала о вязании. Тоже ходила в какие-то некоторые вязальные кафе здесь показывала. И я начала ее смотреть, а потом она переехала на Окинаву. У нас не получилось встретиться. Я думала, предложу ей встретиться, прогуляться, вместе повязать, пообщаться про блог и вообще много чего интересного обсудить. Но потом я увидела, что она переехала и подумала, наверное, пока никак не получается. И вдруг она сама, когда приезжала в Корею, написала мне, предложила встретиться. Поэтому мы встретились, и она мне подарила пряжу. Я реально в шоке, потому что пряжа не дешевая. Здесь Лана Гросса, летняя такая омбра пряжа. Такие интересные моточки. Все как раз на всякие футболочки сейчас можно. 1, 2, 3, 4 и еще 5. Так много она мне подарила. И на футболочку мне должно хватить. Такая интересная, как будто вот золотым обернута. Сама розовая ниточка, а обернута золотым. Очень интересно как-то выглядит. И у нее на канале было видео, как она вязала сама футболочку. Поэтому можете тоже посмотреть, какой результат может получиться. И еще вот здесь японская пряжа, 2 моточка. Серая. 100% хлопок. Серая вот такая 2 моточка. Такая нежная, мягкая. Можно в сочетании с чем-то, например, сделать, тоже что-то придумать. И это как такой шнурочек мягкий. Очень интересно, что так много пряжи. Но еще там десертики были, я уже там поела немного, все уже на кухне. Недавно я купила себе ремень, и мужу тоже подарок ремень. Поэтому вот такие мешочки там были. Я решила их использовать как проектные мешки, и туда пряжу можно складывать. 2 вот таких классных мешка. Не знаю, вы тоже так сохраняете все и не выкидываете, если очень такое полезное, хорошее. Такое точно надо использовать. Это вообще как шопер. Поэтому можно мотки вот сюда закинуть, и все. Я такое обожаю. Обычные всякие мешочки носить мне не хочется. Обычно то, что я могу использовать из-под покупок одежды. Или вот у меня еще тут какой-то мешочек тоже есть. Все, я это использую, потому что пряжи, вязания всякого много. Все надо. Поэтому сейчас сложу. Ой, вся Олина пряжа в этот мешок как раз и помещается. И все, готово. Классно. Спасибо, Зара, спасибо, Оля. Такой ремень прикольный. Здесь сердечки. Я хотела какой-то поинтереснее ремень купить. Не обычный классический, а чтобы детали какие-то были прикольные. Поэтому вот здесь такие везде по кругу интересные сердечки. Возможно, вот такое вот видео, когда я просто с вами поболтаю, мне как-то поможет зарядиться и на новые видео выйти. Потому что давно не хотелось вот сидеть, монтировать, снимать что-то. Как-то настроения совсем не было. Но, думаю, мне поможет то, что я сегодня вот так на настроение, что вышла поболтать, рассказать, то остальные видео у меня как дальше это как по маслу пойдут. Такая долгая пауза была. Поэтому сейчас все, что нового появилось, покажу и пойду монтировать. Недавно, вот когда сумку вязала, опять же, мне нужна была молния длинная для большой сумки. Я сидела в магазинах, смотрела, и металлическая молния, это YKK, которая хорошая, качественная, японская, не везде была. Нашла в одном магазине, магазин Линнея. Там была как раз молния, как мне нужна. И чтобы оформить заказ с молнией, что-то еще я добавила. И чтобы бесплатная доставка была, по-моему, на 30 000 вон надо было сделать заказ. Я решила добавить вот эту пряжу, потому что Sannes Garn пряжу я очень уже давно хотела. И как раз там ее разных вариантов много. Поэтому взяла вот такую летнюю 3 моточка, чтобы топик связать. Мандарин Петит. Надеюсь, мне на топик хватит для первого раза. И еще я такой цвет выбрала.
Мятный, но такой более слабый. Но я хотела что-то ближе к цвету Тиффани, который вот сейчас популярный. У меня еще ничего такого нет. И почему бы и не попробовать, потому что какие-то голубые цвета мне нравятся.